Эти 7 ошибок в подтягиваниях можно исправить уже на следующей тренировке, ведь причины застоя результата не всегда в плохой программе нагрузок, а именно в нюансах техники выполнения. С вами снова Workoutman. Поделюсь своим взглядом на это, основываясь на многолетней практике с 2011 года и опыте тренировок подопечных. Первое – это попытка сводить лопатки. Нужно ли это? Стоит это делать лишь в некоторых особых случаях. Например, если вы научились уже подтягиваться и уверенно делаете 15-20 повторений. И на отдельных тренировках, где вы хотите нагрузить именно мышцы спины, то можно иногда такое практиковать. А если вы подтягиваетесь до 10 раз, то вряд ли у вас будет получаться сводить лопатки. Вы будете нервничать, потому что каждый второй спортивный блогер говорит о том, что сводить лопатки важно и обязательно. Но в этом мало смысла, так как количество повторений слишком маленькое, чтобы получить достаточную нагрузку. Лучше сделать больше, в полной амплитуде, не сводя лопатки. У вас просто не будет сил на это. Также, если ваша цель количество повторений и вам менее важны рост мышц, то если вы будете сводить лопатки, у вас наоборот быстрее закончатся силы, и вы сделаете меньше повторений. Я бы просто делал отдельные такие тренировки со сведением лопаток, например, с резиной на отработку техники, либо в тяге вертикального блока с таким весом, с которым вы сможете сделать, на 12-15 повторений, сводя лопатки. А на турнике основную часть тренировок проводил бы, не акцентируя на этом такого внимания. Мышцы все равно вырастут. Второй нюанс – это положение большого пальца сверху турника либо снизу турника. Тут тоже нет единого мнения. С одной стороны, считается, что когда большой палец сверху турника, то вы обязательно сделаете больше повторений, будет лучше включаться спина и так далее. Но я бы сказал, что это применимо в тренировках с дополнительным отягощением. Да, большой палец поможет немного разгрузить хват, если вы сверху положите его на перекладину, но не всем будет так удобно подтягиваться, и как-то по-особенному спина от этого включаться в работу не будет. Поэтому лучше браться так, как вы привыкли. Классическая техника, которая признается и на соревнованиях, это когда большой палец снизу, хотя где-то и разрешают, как удобно, но как-то конкретно на тренировке это не влияет. Третья ошибка – это зацикливаться на положении локтей. Легче всего их направить вперед, перед собой. В таком случае у нас скругляется спина и больше работают руки, так говорят многие блогеры. Что если положение локтей не расходится по сторонам, и если наши локти не направлены в сторону и вниз, то значит, что у вас как-то неправильно нагружаются мышцы. Опять же, это больше будет влиять на удобство и то, на каком вы уровне подготовки по подтягиваниям. В идеале действительно локти лучше немного разводить в стороны, но это не должно быть экстремальное разведение локтей, так как тут уже будут травмироваться плечи. И действительно спина будет больше скругляться, если локти направлять перед собой. Но в такой технике вы сделаете больше подтягиваний. Я бы рекомендовал сначала подтягиваться более технично и правильно, а локти немного разведены в сторону. Направлены вниз к пояснице, спина в меру скругленная. Не нужно ее специально выгибать в обратную сторону, если у вас уже не хватает сил. А когда у вас уже заканчиваются силы, например, вы можете сделать 25 подтягиваний и где-то 15-18 раз вы делаете в правильной технике. И затем уже переходите на более легкую, но тоже правильную технику, выставляя локти вперед. Тут нет каких-то ограничений в правильности. Просто больше направляя локти вперед перед собой, вы сможете вытянуть больше раз по количеству. Плавно переходим к четвертому нюансу – это скругление спины. Тут лишь дополню, что это касается и первого пункта видео по сведению лопаток, и третьего пункта по положению локтей. У вас не будет сил сделать много подтягиваний, если вы будете делать это с прогнутой спиной. Но такие тренировки полезны. К примеру, есть так называемые подтягивания жеронды. Я делал как-то видео на канале. Это такие подтягивания, когда мы максимально прогинаемся назад. Заходим в положение частично переднего виса и подтягиваемся с такого положения. Такие тренировки действительно стоит периодически проводить, особенно если вы хотите нагрузить именно мышцы спины. А если у вас не хватает сил постоянно держать спину прогнутой, то можете в нижней позиции переходить в свободный вис, то есть без прогиба. А когда начинаете подтягиваться вверх, то прогибайтесь в спине, насколько это возможно.
Кстати, если вы хотите улучшить свою технику выполнения подтягиваний, чтобы специалист посмотрел ее со стороны на видео, желаете увеличить количество раз, либо укрепить мышцы спины, рук, нарастить мышцы или похудеть, то обращайтесь ко мне. Я тренируюсь с 2011 года и работаю с подопечными как тренер дистанционно с 2019. И помог уже более 400 людям изменить свое тело. Десятки отзывов, фото, видео вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под этим YouTube-роликом. Предварительная консультация по вашей ситуации бесплатная. Отправлю анкету, дам обратную связь, а далее обговорим цены, формат работы, программа или онлайн-сопровождение и примите решение. В закрепленном комментарии есть сайт с отзывами, моими контактами в Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp. Пишите, не стесняйтесь. Пятая ошибка в подтягиваниях – это положение лопаток и плеч в нижней точке. То же касается и выпрямления рук. Многие полностью расслабляются внизу, провисая в плечах, полностью разводя лопатки и каждый раз стартуют с такого положения. Но, во-первых, это неэффективно с точки зрения количества повторений, а во-вторых, это даже может быть травмоопасно. Ваша задача в нижней точке не висеть полностью в расслабленном положении. Также вы оставляете минимальный зазор при разгибании рук и не поднимаете плечи. Руки разгибать можете полностью, если нет проблем с локтями, и вы работаете над какими-то конкретными подтягиваниями к соревнованиям. Если же это просто тренировка, то лучше руки немного не до конца разгибать. Да, когда мы устали и делаем перерывы между повторениями в висе, там можно разогнуть локти и повисеть. Если мы работаем с дополнительным отягощением, то там уже в большинстве случаев будет полное разгибание рук. Но все же в нижней точке тоже не нужно расслабляться полностью. Это вам не позволит более быстро стартовать с нижней позиции. У вас будет быстрее заканчиваться силы. Шестой момент – это выполнение рывков в подтягиваниях. Есть технические способы рывков, когда безопасно, без искажения техники и без риска травмироваться мы стартуем с нижней точки небольшой волной. А бывает, когда мы согнули руки наполовину и дальше уже не можем. И нужно делать дергание ногами, либо же рывковые движения в руках, чтобы дотянуть последние повторения. Вот как раз в этих повторениях вы и можете травмироваться. С одной стороны, действительно, что на последних повторах, когда вы уже устали, допускается читинг. Но это при условии, если вы делаете подход в отказ, и техника уже искажается. Если же вы каждую тренировку делаете с такими рывками, то это приведет и к застою, и, скорее всего, к травме со временем. Если во всех повторениях вам дается тяжело, то нужно упростить вариацию выполнения. Укрепите работающие мышцы и делать с резинкой, либо же в спортзале, в тренажерах, чтобы вы не допускали в каждом повторении сильных рывков и привыкали работать технично. Большая часть ваших тренировок и подходов на протяжении нескольких недель не должна быть постоянно с читингом и тем более с работой в отказ. Поэтому от таких рывков однозначно нужно избавляться. Далее, седьмой нюанс подтягиваний. Притягивая подбородок вверх, часть атлетов задирает подбородок вверх, чтобы сократить амплитуду. Другая часть спортсменов их критикует и говорит, что такие подтягивания не нужно засчитывать. Если постоянно подтягиваться так, притягивая подбородок вверх, то вы можете, есть вероятность того, что вы можете травмировать и зажать мышцы шеи. Оптимально будет это поднимать подбородок уже в верхней части амплитуды. Если вы подтягиваетесь с целью количества повторений и правила определенных соревнований, либо же ваше представление о подтягиваниях разрешает так делать, делайте. Если вы тренируетесь именно для развития мышц, то здесь не обязательно подтягиваться настолько высоко, чтобы подбородок пересекал перекладину, задирать шею вверх. Вы можете подтягиваться хоть до носа, спина здесь работать уже будет. Если же речь о более чистых подтягиваниях, когда мы не задираем подбородок, тут спорный момент, так как это значительно экономит силы и позволяет сделать больше раз, если мы задираем подбородок. Но в то же время некоторые считают, что это самообман и не настоящие подтягивания. И голову нужно держать ровно и подтягиваться выше. Ребят, кому интересно, на моем канале Workout Man доступны теперь несколько уровней поддержки канала. Одна оплата от вас, и я отправляю вам полезные материалы, которые вы сможете применять в своих тренировках и прогрессировать быстрее. Тренировка элементов, база воркаута, консультации и многое другое. Заходите на сайт, в закрепленном комментарии, там описано подробно, что получите от меня после оплаты, и список услуг. А я возвращаюсь к видео.
Ребят, какие подтягивания вы считаете правильными и какие ошибки заметили у себя? Напишите в комментариях. И я уверен, что вам будет также полезно узнать про конкретный метод увеличения силы по схеме 5 по 5, когда мы тренируемся с отягощениями на турнике и брусьях. Переходите на вот это видео и встретимся там.